Всем привет! Новый год наступил, и Норвегия сразу же решила выкатить вот такую вот прекрасную в кавычках новость для украинских беженцев. С 13 января 2025 года она расширяет количество областей, которые считаются для Норвегии безопасными для проживания в Украине. Я не знаю, для чего Норвегия это делает, зачем она так заявляет, если по факту нету безопасного места сейчас в Украине. Понятное дело, есть областях, где меньше опасность, есть областях, где больше опасность, но по факту безопасного места нету. Когда в стране война, то в безопасности ты не можешь находиться ни в одной части, да, этой страны. Но Норвегия решила пойти по-другому. Напишите в комментариях ваше мнение, правильно она поступает или нет. Нужно украинцев разделять на запад, на восток, на безопасные областя, небезопасные. То есть выдавать защиту тем, кто с прифронтовых областей, либо всем. То есть интересно ваше мнение узнать в комментариях. Скриншот я предоставляю, да, всей этой информации. Дальше мы обговорим список, поговорим, что же government, то есть правительство Норвегии имеет под вот этими вот изменениями, почему она решила их ввести, что ними, да, руководствуется, как они вообще это объясняют. По факту объяснений там внятных нету, просто вот так они считают. Так, ну смотрите, еще несколько украинских областей считаются безопасными, и на их жителей не распространяется правило о предоставлении коллективной защиты, то есть временная защита по Евросоюзке, да, потому что Норвегия не входит в Евросоюз, и она называет, как говорится, свою защиту по-своему. Если в Евросоюзе она называется временная защита, то в Норвегии она называется коллективная защита, то есть оно ничем почти не отличается. Норвегия максимально интегрирована в Евросоюз, то есть она и правом, и экономикой, то есть законами, всем максимально интегрирована в Евросоюз. Но она и так пошла на уступки, то есть она тоже принимает украинских беженцев, она специально тоже создала для нее, да, там отдельные программу, но каждая страна Евросоюза решает, на каких условиях. Если, ясное дело, там есть база, что каждая страна должна предоставить беженцам там жилье, какие-то выплаты, то есть там просто там каждая сама решает на сколько, на месяц, на полгода, на год, бессрочно и так далее. Но у каждой, конечно, страны есть обязательства. По факту Норвегия никому ничего не должна, ну именно я имею в виду в плане Евросоюза, но она толерантна с украинцами, она толерантна с Евросоюзом, и она тоже взяла украинских беженцев себе на поруки, впустила их, да, в свой дом, в свою страну. Но Норвегия подумала, они почесали репу, голову, подумали и решили, что все-таки не вся Украина опасна для проживания. И уже в 24 году я снимал про это ролик, вот здесь вверху, да, в уголку будет подсказочка, можете перейти, посмотреть, я там рассказывал, как они вводили, да, первый свой список по странам, и, ну, не по странам, а по областям, которые считаются безопасные для проживания в Украине, то сейчас они его расширили. Директива по делам иностранцев UDI произвел новую оценку, то есть они произвели новую оценку безопасности в Украине и с 13 января 2025 года признал еще несколько областей безопасными. То есть у них есть специальная структура, которая оценивает уровень опасности в стране, не только в Украине, они и в Сирии, то есть везде, где какие-то были военные конфликты, проблемы, где люди приезжали и просили убежища, беженства, они создают специальную комиссию, группу, которая оценивает потом в какой-то период, там, может, раз в полгода, может, раз в месяц, этого я не знаю, здесь это не указано, какой период времени они это делают, но факт остается фактом, то, что они садятся, видно, смотрят какие-то факты, я не знаю, приезжают ли они в саму страну, чтобы оценить, да, уровень того, безопасно там или нет, вот это, конечно, непонятно, но вот эта вот комиссия решила, что еще несколько областей можно добавить в список безопасных в Украине. Смотрите, в сентябре 2024 года произошло изменение в правилах
и лица, проживающие в областях, которые норвежские власти считают безопасными, как правило, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии. Директорат по делам иностранцев UDI произвел новую оценку безопасности в Украине и с 13 января 2025 года признали еще несколько областей безопасными. С 13 января 2025 года, и мы сейчас прочитаем список, ребята: Черкасская область, Черневецкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская область, не город. То есть вы поняли, Киевская область безопасна, в самом Киеве небезопасно. Странно. Немножко вот этот факт, честно, мне очень удивил. То есть сам Киев небезопасно. Если ты живешь в Киевской области, то у тебя безопасно. У тебя мимо твоих городов ракеты не пролетают, ничего вообще не происходит, все нормально. Но если ты в самом Киеве, то там небезопасно. Ну, вот это, конечно, немножко двойной стандарт все-таки. Вот это, конечно, ну, я не понял юмора. Напишите в комментариях, вы понимаете юмор, как может город, который, блин, занимает, наверное, территорию, как почти вся область, ну, подходит под параметры, да, чтобы получить вот эту коллективную защиту в Норвегии. Город, то есть входит, да, а сама область вокруг города не входит. То есть я понимаю, там Буча, Ирпень, то есть это получается не входят они, да, в зону того, чтобы получить коллективную защиту. Ну, потому что это отдельные города, да, это пригород Киева, но это не Киев. То есть это мне непонятно, может я что-то не понимаю, конечно, но объясните мне в комментариях, если что-то я не так понял. Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Житомирская. То есть эти все области считаются безопасными. Одесская, видите, нету, потому что по Одессе часто прилетает. Вот Одесска нет. Я думал, что они еще и Одесскую, возможно, сюда влепят, но не влепили. Получается, по факту, сколько у нас областей? Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 областей Норвегия считает безопасными для проживания в Украине. Это очень большой список, это больше половины областей уже безопасные. То есть, по факту, ну, в Норвегии уже могут ехать только те люди, которые с прифронтовых областей. Дальше. Области, которые считаются безопасными, преимущественно те, в которых украинские власти в значительной степени контролируют ситуацию, а Россия или повстанческие группы не имеют контроля и влияния или имеют их в незначительной степени. Повстанческие, какие еще повстанческие группы, я не понимаю вот эту вот формулировку, какие там еще повстанцы, я не понял вообще про это юмора, но это написано здесь, так что я читаю, сейчас покажу, да, я читаю, видно вам или нет, я статью читаю с официального как бы источника, да, теперь, блин, фокус сбился, с официального источника, так что ничего сам не выдумаю, то, что прочитал, то вам рассказываю, плюс свои какие-то размышления, свои мысли. Кого касается изменения и правила. Изменения касаются лиц, подавших заявление о предоставлении коллективной защиты с 28 сентября 2024 года и не получившие ответа на заявление до 13 января 2025 года. То есть, если вы подавали заявку на коллективную защиту в Норвегии еще даже 28 сентября, и позже, да, там потом 29, потом октябрь, ноябрь, декабрь 2024 года. То если вы не получили ответ до 13 января, ну, до того, когда вступили в силу новые изменения, то вам уже автоматом сразу отказ придет. То есть все, можете сразу уже ну, подаваться на международную, я не знаю, там, как в Норвегии все эти процедуры делаются. Изменения касаются лиц, подающих заявление о защите с 13 января 2025 года. Видите, 13 января, но если вы подались раньше и вам ответ не пришел до 13 января, то с 14 января уже все. Вы подчиняетесь таким же правилам, как и те люди, которые подались с вами, ну, подались 14-15 января 2025 года. Короче, вот так они решили задним числом еще и отсеять тех, кто подался раньше. То есть вот так вот
делается все красиво, все аккуратно, все толерантно, все по понимающему, все по-домашнему, все по-нашему. То есть, ну вот так вот оно и будет так в Европе, и в Ирландии так будет, и в Германии. Все будет тихонько, аккуратно, осторожно, никого не обижаем, всех любим, мир, жвачка, ЛГБТ, все хорошо, толерантность, понимание. Ну, извините, понимаем, но вы не подходите нам, фейсом вы не вышли. Изменения не распространяются на лиц, прибывших в Норвегии по линии программы медицинской эвакуации. То есть есть какая-то медицинская эвакуация, видно, военных там привозят, может быть, лечат. То есть это не затрагивает. Дальше там, в принципе, ничего интересного. Статья большая. Ссылочку на статью, конечно же, я оставлю в описании. Но прецедент интересный. То есть вы понимаете, что теперь те люди, которые из списка вот этих вот областей безопасных, заявки не будут приниматься. Это не то, что вы приехали, сразу вас развернули прям и все, давайте. Нет, просто в индивидуальном характере, то есть в индивидуальном порядке. То есть если человек приедет из Донецкой области, то его сразу выпускают, никаких проблем, дают коллективную защиту, все, человека там распределяет и так далее. Если вы там с любой другой области, там, да, с Львовской, там, с Полтавской, с Волынской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и так далее по списку, то вас просто, видно, отдельный какой-то у вас теперь будет офицер, может быть даже департамент, который будет рассматривать в индивидуальном порядке ваше заявление. Почему, если у вас там безопасно, почему вы хотите получить коллективную защиту? То есть я понимаю, например, если там в ваш дом, наверное, прилетела ракета, если у вас есть какая-то тревожность, то есть по безопасности именно вас, да, либо вас преследуют по политическим каким-то убеждениям, то есть я понимаю, там какие-то, может, лазейки есть, но они минимальные. Они минимальные, потому что это территория, понимаете, территория. То есть Норвегия прям разделила Украину на территории. Безопасная, небезопасная. То есть это прецедент. Вообще в Европе, как ну, в мире в большинстве в своем случае, все опираются на прецедентное право. То есть что такое прецедентное право? Это когда, да, какое-то, ну, оно позволяется, например, в Ирландии это тоже прецедентское право, да, то есть, ну, прецедент, когда происходит прецедент, что такое прецедент? Это когда что-то, судья, да, какая-то ситуация, и судья решает, что должно быть так, то есть в законе это не прописано, но с точки зрения, да, судьи, то есть так должно быть по правилам, то есть так будет правильнее, и потом с помощью этого прецедента многие пользуются ними, чтобы потом решить свои такие же проблемы. Так само и здесь, тут сказать, Норвегия, не Евросоюз, кто ее там будет слушать? Нет, но Евросоюз же смотрит, политики же наблюдают, как другие страны относятся к беженцам с Украины. То есть они видят, что ага, Норвегия сделала так, все скушали, все проглотили, беженцы стали не приезжать, стало их меньше, уезжают, приезжают, оттуда уже не едут. То есть и тем самым может Евросоюз в любой момент ввести такие же ограничения. Либо дать просто, как говорится, развязать руки всем странам, чтобы каждая страна еще решала вот эти вот моменты. Кого, откуда, что пускать, кому что давать. И если это сделается, то все. Я гарантирую, что большая часть стран Евросоюза просто таким же путем пойдет и просто начнет потихоньку сужать количество людей, украинских беженцев, которые находятся у них в странах, таким вот способом. Просто ограничивать. Правильно это или нет, я уже давно свою позицию говорил, это немножко неправильно. Я считаю, что просто должны быть категории больше. Я за это. Чтобы те помогали в первую очередь тем людям просто, которые с прифронтовых областей, это первое. И второе, если человек все потерял, либо его город оккупирован. То есть по факту, если человек там даже с Запорожской области, из города Запорожье, да, у него есть там квартира, все хорошо, а если человек с Бахмута, где просто, ну, у него нету ничего, ему негде остаться, в Украине у него ничего нет, у него ноль, все. У него дом это выжженная земля, просто и 2 кирпича осталось. Все, куда ему возвращаться? Территория оккупирована. То, конечно же, в первую очередь, то по факту, что та область прифронтовая, что та. Но тому человеку, который с Бахмута, ему нужно в первую очередь помочь, потому что ему вообще некуда возвращаться, ему некуда вообще пойти. То есть, а другому человеку у него есть все-таки жилье в Украине, какое-никакое, как бы ни крути, но он в лучшей ситуации, чем тот человек, который потерял все. И тот человек, который потерял все, считаю, неважно с какой он области, если во Львове человеку разрушили там дом и так далее, то ему тоже должны помогать в первую очередь. Я имею в виду, что помогать должны тем, кому по-настоящему нужно
нужна помощь. Это в первую очередь. А потом уже всем остальным. Это мое личное мнение, вот и все. А так, по факту, разделять Украину нет смысла, это неправильно, это несправедливо, но справедливость должна быть по-настоящему справедливая. Помощь в первую очередь там, тем, кому она реально нужна, потом инвалиды, там, мамочки, даже если они из прифронтовых до областей, им, и только потом мужикам, бугаям, одиночкам и всем остальным путешественникам, которые хотят получить именно уже такие, знаете, они больше экономические туристы, тем более те, которые там меняют уже страну не одну, то есть тех прям всех уже в конец списка, пусть сидят, ждут, если не дождались, пусть едут дальше. Я считаю, вот это вот правильный был бы вариант, правильно было бы вот так вот сделать. А вот так вот кардинально, конечно, сразу отрезать, ну, это значит, что страна просто не готова уже принимать беженцев из Украины, она понимает, что скоро дедушка Трамп придет и порядок наведет, наверное, они, наверное, так это рассчитывают, ну, непонятно, что еще будет, возможно, будет еще большая эскалация, и, возможно, там могут из Белоруссии пойти в наступление, то есть, что те области, которые не указали безопасные, они в любой момент могут стать небезопасными, понимаете, так что эта игра вот в областя, пока она еще, мне кажется, еще рано вот это вот делать. Нужно все-таки пока еще всем в равной мере предоставлять защиту, потому что мы не знаем, что будет завтра, откуда завтра могут пойти в наступление, то есть никто ничего не знает. Этот мир и эта война непредсказуема. Всем добра, позитива, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, скоро будет очень много роликов. Как говорится, новогодние праздники закончились, мы начинаем работать. Сейчас пробую новый формат, как видите, будем пытаться что-то менять. Так что всем добра, позитива, мирного неба, всегда на связи, держу в курсе.